На самом деле я не ожидала такого влияния на психику данного препарата синтезит. И меня, конечно, удивили такие, я бы сказала бы, замечательные изменения для меня. Елизавета, здравствуйте. Спасибо, что с нами связались, вышли с нами на связь, согласились дать свой отзыв. Пожалуйста, скажите, в каком городе вы проживаете, если хотите, назовите свой возраст и расскажите, какой у вас опыт применения синтезита. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Егорова, мне 42 года. Я в данный момент проживаю в городе Екатеринбург. Опыт синтезита у меня уже одна полная баночка закончена, и начата вторая. Ориентировочно я начала принимать синтезит 16 или 17 апреля. А, Значит, хочу сразу сказать, что физических изменений у меня меньше по сравнению с психическими изменениями. И поскольку у меня физических не так много, я сразу с них и начну. Ну, самое, наверное, самое, наверное, яркое физическое изменение — это то, что моя поврежденная некогда ткань в районе бедра перестала давать боли, хотя это случилось 17 лет назад, и никаким врачам я никогда не ходила, не делала никаких снимков, поскольку мне это не мешало, я жила как прежде, но раньше, если я задевала эту область или делала физические упражнения, налегая на эту область, у меня были некоторые боли, которые прекращались, если я переставала волновать эту зону, то теперь, буквально 2 дня назад, я решила исследовать эту зону опять с сильным ощупыванием, и я обнаружила, что я никаких болевых ощущений не испытываю совсем, даже с очень сильным нажатием. Это довольно радостное для меня было событие. А, Ольга, Вот. извините, можно уточнить, эта вот травма образовалась в результате чего? В результате того, что я упала, я каталась на горных лыжах и упала и повредила зону левого бедра. То есть там была какая-то гематома, разрыв мышц или... Я не знаю, что там было на самом деле. Я помню, что там был очень большой синяк, и при прощупывании можно чувствовать, что что-то там с тканями не так. То есть чувствуются впадины. То есть поверхность, я не знаю, это гладкие мышцы или что это, она неровно чувствуется как впадина. Хорошо, хорошо, интересно. Ну, давайте дальше слушаю. Так, значит, дальше мои физические изменения — это то, что с утра я просыпаюсь, и я не могу после просыпания лежать в постели вообще. То есть мне нужно сразу же из постели выпрыгивать. Если я остаюсь чуть подольше, я проводила вот такой эксперимент над собой. Если я не выскакиваю, а остаюсь подольше в кровати, у меня начинается снижение настроения. То есть я чувствую, что происходят процессы для меня дискомфортные, поэтому из кровати меня выталкивает. Ну и, конечно же, яркое, хорошее настроение с утра. Ну, я чувствую новые резервы в психике и физическом теле. И еще хочу сказать, что вот физические какие изменения от меня окрепли ногти. Они, в принципе, и так были крепкими, но они стали все-таки еще крепче, потому что они меньше стали ломаться. Так, и еще у меня изменения, не изменения, я не знаю, будет, наверное, я жду изменения все-таки по одному параметру. У меня в левом плечевом суставе есть поврежденная надостная мышца. Там есть некоторые разволокнения, в общем, какие-то там немножко страшные диагнозы, если их зачитывать. Но тоже, в принципе, жить не мешает, если я не делаю каких-то дискомфортных движений. И в связи с этим, чтобы работать над ней, я хожу в центр кинезиотерапии, в тренажерный зал занимаюсь, чтобы работать над этой мышцей, привести ее в норму. И тоже я заметила, что моя выносливость увеличилась, поскольку центр кинезиотерапии там, где работа на тренажерах. То есть я сначала не соотнесла это, а потом, когда мне сказали обратить внимание на выносливость, я заметила, что я попросила там тренеров увеличить массу грузов.
Ну вот, наверное, это все по физическим показателям. Вот, Елизавета, но можно уточнение? Вот просто вы да, начали с поврежденной мышцы на плече, а потом перескочили к выносливости. Я понимаю, что у вас там записаны ваши улучшения, вы подготовились так, наверное, к эфиру, да? И вы читаете, вот, и вы там просто зачитали. Вот я немножко уточню сейчас. подглядываю. Да, я уточню. По выносливости хорошо понятно, тут можно, в принципе, не давать. То есть вы проявили четкую закономерность. Стали больше груза у вас, да, веса какие-то там, и вам стало легче это делать. А вот по мышце есть какие-то результаты или нет? По мышце я не заметила, не знаю, может, надо дольше времени. И ну, через какое-то время я все равно буду делать анализ МРТ, и там уже буду отслеживать. Хорошо, Пока посмотрим. что сложно сказать. Хорошо, посмотрим тогда на анализ, потом ваш, еще раз свяжемся. Ну и что у вас, какие еще есть интересные наблюдения? Ну вот основная масса у меня это связано с психикой. А, На самом деле я не ожидала такого влияния на психику данного препарата синтезит. И меня, конечно, удивили такие, я бы сказала бы, замечательные изменения для меня. Ну, начну с того, что такое простое, наверное, но я действительно стала себе больше нравиться вот просто так, без каких-то достижений. И сложно, конечно, наверное, это с первого раза, с первого взгляда так связать с синтезитом, но когда вот я начну дальше говорить о воздействии синтезита на мою психику, я думаю, что действительно можно будет связать. Значит, что я могу сейчас сказать, что я, моя психика легче перемещается между такими негативными состояниями, как злость, расстройство, нервничание, обида. И мне легче перемещаться в положительные состояния. Раньше это было гораздо делать. И вообще психика стала более динамичная и гибкая. А, Также крепкая, независимая от внешних факторов, и мне легче ею управлять. Вообще, значит, что самое вот основное с психики, вот я все пока отклонялась от этого, вот сейчас уже прямо перехожу на этот параметр. Мои отношения с родителями, они довольно такие, ну, трудные, из категории трудных. Я работала с психологами над этим и много в чем с точки зрения психологии разобралась. И это, конечно же, мне тоже помогло. Но от взаимодействия с родителями все равно моя психика скатывалась в какие-то зацикливания, в негативные состояния, из которых мне требовалось время, чтобы выйти. Плюс ну, какие-то все-таки старые биохимические процессы а, это воздействие на меня удерживали, и такие старые, независящие от меня реакции организма, как запирание дыхания и покалывание сердца, в течение нескольких дней происходили после взаимодействия с родителями. И сейчас вот я отметила, что запирание дыхания, этот процесс гораздо сильнее снизился. И тоже это мне понравилось и удивило. И также выход из негативных зацикливаний, в которые я входила после общения с родителями, он ускорился. И если, допустим, воздействие родителей на меня даже в мои 42 года вызывали во мне вот такие реакции, и это довольно занимало длительное время, чтобы из этого выйти, особенно мне помогал сон. Вот, то сейчас сон мне не нужен, просто я легко переключаюсь из этого состояния, и после этого я даже себе нравлюсь. Вот чего раньше я не замечала после каких-то таких взаимодействий негативных с родителями, я замечаю, что я себе нравлюсь. Это было для меня довольно большое открытие. Ну, конечно же, мои родители это не то, что они такие злые и негативные, это вот все воздействие времени, в котором они жили, на них сказалось, и все эти их состояния вот так на них отразились. И поскольку я человек другой эпохи, для меня много чего непонятно, вот этот их негатив, ну и все такое.
Ну, моя психосоматика была искалеченной, как я уже поняла. Вот это вот поддерживалось старыми биохимическими процессами. Хоть психика у меня и сдвинулась с помощью работы с психологами, но биохимические процессы удерживали вот эти вот состояния. И я так думаю, что все-таки синтезит, благодаря тому, что он настроил новые биохимические процессы в моем теле, помог мне выйти на новый уровень психики, стать более эффективной и радостной. Наверное, вот что я хотела сказать по этому поводу. Мгм. Интересно. А вот можно небольшое уточнение? То есть вы говорите, легче перемещаться между состояниями, раньше были зацикливания, это все вызывало запирание дыхания, покалывание в сердце. То есть раньше, когда вы входили вот в это состояние негативное, вы в нем находились в течение там скольки? Дня, 2 дней или как? Ну, это зависело от силы воздействия и от моей податливости. То есть это могло быть и на один день, и на два, и на три. Это зависело также от конкретной, данной конкретной ситуации. Но обычно, как я сказала, мне помогал сон. Даже вот дневной сон, если я вздремну там хоть на 10-15 минут, мне помогало выйти из этого круга. Ну, а ночной сон, конечно, с утра все это снимала. Но тянулось, бывало, конечно, надолго. Но помогало мне также уменьшение взаимодействия с родителями, то есть живое. Но это все, конечно, это много кому знакомо, тем, кто родом из Советского Союза. Ну, в общем, в любом случае синтезит помог укрепить мне психику. То есть сделал ее более стабильной, получается. Да, более стабильной, более независимой от внешних факторов и сделать ее более эффективной. И вот как я еще тут себе сформулировала, психика сдвинулась в более выгодные для меня состояния. Мгм. Ну да, хорошая формулировка, интересная. Хорошо, отличный результат, закрепляйте его. Но не забывайте над собой, конечно, работать, потому что синтезит синтезитом, а все-таки какие-то усилия прилагать надо к тому, чтобы это сохранить и развить вот эти ваши новые способности, которые вы сейчас себе открываете. А может быть, старые. Да, конечно. Спасибо вам большое за интервью. Я думаю, что с вами еще попозже свяжемся, когда у вас будут уже какие-то данные по вашей руке, и узнаем, какие есть результаты интересные. Да, хорошо. Спасибо. Всего спасибо большое. До свидания. До свидания.